Меня зовут Виктор Мелентьев. Я являюсь действующим директором одного из самых крупных российских интернет-магазинов под названием Pop Music. Я, как и мэр города Киева Кличко, не являюсь профессиональным, скажем так, оратором, поэтому прошу снисходительно относиться к моим речам. Все, что я буду рассказывать, я буду приводить достаточно много цифр. Все эти цифры взяты из интернета, из открытого доступа. И, я выражаю свое личное мнение. То есть можете к нему прислушиваться, может нет. Итак, я немножко вкратце расскажу про свой магазин и про свою компанию. Моя компания вообще юридически называется дистрибуционная компания Focus Professional, в которую входит 3 подразделения. Первое — это интернет-магазины, второе — это у нас розничная сеть. Мы представлены в 4 городах России, всего у нас 8 розничных магазинов. Ну и оптовые продажи. Здесь вот большинство присутствующих так или иначе является нашим клиентом. Мы существуем на рынке 12 лет и говорят, что мы достаточно авторитетная компания. На следующем слайде здесь представлено вообще, как развивался наш сайт с момента основания в 2003 году. Вы увидите самую первую версию 2003 года, потом у нас был дизайн сделан в 2005 году, в 2006, в 2009, и вот сейчас наш магазин вы можете увидеть вот на следующем слайде. Так сейчас выглядит наш интернет-магазин. Здесь представлена главная страница и одна из страниц товара. На данный момент посещаемость нашего сайта составляет в зимнее время порядка 15 тысяч человек, в летнее время 10, сейчас где-то вот около 12, то есть сейчас активность пошла с приходом сентября. И мы имеем достаточно высокий индекс цитирования. Наверняка многие слышали об этом. Это придуман этот индекс цитирования Яндексом. Он показывает авторитетность компании. Мы Яндексом признаны самой авторитетной компанией на российском рынке. Похожий индекс цитирования имеет Третьяковская галерея или, например, наше радио. И мы даже немножко обогнали абсолютного лидера рынка, это компанию Мусторг. У них, как вы видите, немножко поменьше индекса цитирования. Со вступительной частью я закончил, теперь переходим к самому интересному, непосредственно к лекции. Для начала я просто хотел рассказать, что в моем понимании является российским рынком, как-то его оценить, рассказать, что на нем происходит, и после всей этой информации заключительная часть, она более положительная, чем вступительная будет, рассказать, что можно сделать, чтобы улучшить и рынок, и свои продажи в частности. Как вы видите, здесь есть 3 различных сегмента, которые я называю consumer, то есть это потребительская электроника, ProLight, ProSound, это разного рода инсталляционные вещи и профессиональное оборудование, и тендеры. И в моем понимании музыкальный рынок России, который можно действительно оценить, это является пересечением этих 3 областей. Если мы рассмотрим любой бренд, например, Yamaha, Casio даже, или Sennheiser, то он попадает во все этих 3 сегмента, как правило. То есть Yamaha является и делает высокотехнологичное инсталляционное оборудование и потребительские какие-то вещи, проигрыватели, усилители, high-end, hi-fi технику и так далее и тому подобное. Или взять наушники Sennheiser. Очень трудно отделить здесь, какие наушники являются потребительскими, которые затычки вставляют в iPad'ы и прочие вещи, а что покупается принципиально для студий, это то, что в нашем понимании музыкальные инструменты. Размеры этих всех 3 рынков, очень тяжело оценить, то есть не располагая данными по таможне, по таможенным декларациям, кто сколько ввозит, это практически невозможно, я не берусь за это. Но пересечение, которое в моем понимании музыкальный рынок, я могу достаточно точно оценить. Я использую следующий метод. Для начала нужно просто понять, может ли среднестатистический россиянин вообще тратить деньги на музыкальные инструменты. Мы все понимаем, что музыкальные инструменты не являются предметом первой необходимости, как бензин или хлеб. И если посмотреть на зарплату среднего россиянина, в 2013 году она составила порядка 27 с небольшим тысяч рублей. Посмотреть потребительскую корзину, это питание, то есть порядка 10 тысяч рублей. Около 10% тратится на оплату коммунальных услуг, 35% тратится на одежду и непродовольственные товары, 2% россияне тратят на алкоголь. Остается всего 5000 рублей. Я думаю, что это идет на проезд, на медицину, на выплату кредитов и так далее. То есть если посмотреть на эту картинку, то абсолютно очевидно, что российского рынка у нас вообще в принципе не существует.
Но так как мы сейчас в этой аудитории находимся, и у вас всех музыкальные магазины, музыкальные компании, рынок все-таки, наверное, есть. Есть другой способ оценить. Мы знаем население России, и есть такой принцип 80/20. Это принцип Парето называется, что он гласит о том, что в данном случае это у 20% населения 80% зарплатного фонда. И, по всей видимости, раз мы занимаемся музыкальными инструментами, мы работаем именно с этой частью. То есть, если взять и поделить население России на 5, то есть 20% от населения России, то мы получим приблизительную цифру людей, которые могут физически потратить деньги не только на самые необходимые вещи, но и на покупку каких-то вещей, связанных с их хобби. Далее нужно найти количество людей, которые, увлекаются музыкой. По статистике абсолютный слух есть вообще на 10 тысяч человек. Но как вы видите, вот эту замечательную даму, с которой я имел возможность 15 лет назад пересекаться по профессиональной деятельности, для того, чтобы быть вполне успешным музыкантом, артистом, да, можно и не иметь абсолютный слух. По статистике, взятой в Википедии, около 2-3% населения, они имеют какой-то достаточный слух и увлекаются музыкой. Дальше нам нужно оценить средний чек, вообще сколько может покупать человек в год музыкальных инструментов. Я не могу отвечать за другие компании, хотя я знаю, что по аналогии с нашим главным конкурентом, с компанией Мусторг, у них приблизительно такая же цифра. То есть цифра у меня основана на, допустим, 2013 году, и у нас было более 30 тысяч уникальных продаж совершено нашей компании, и средний чек он составляет порядка $420. Это за год один человек, он может несколько раз покупать, может приходить покупать одни струны, или может прийти купить один синтезатор за год, неважно. То есть средняя цифра, она составляет такая. Если все эти цифры перемножить, то мы, в общем-то, 2-3% это 240-360 миллионов долларов в год. Мои коллеги также с других компаний, в частных беседах подтверждают приблизительно эту сумму. И за последний год-два мы не слышали о каком-либо существенном росте музыкального рынка. До Олимпиады очень был серьезно сегмент тендеров, потому что очень многие делали различные объекты, связанные с проведением Олимпиады, проведением каких-то еще спортивных мероприятий, и там гуляли достаточно большие деньги. За счет этого какой-то рост был, и вот здесь цифра приводилась на выставке, что чуть ли не 600 миллионов долларов наш рынок. Но я так его не оцениваю. Например, по 2014 году, я чуть позже еще цифры назову, около 6% мы имеем спад. Это по моей компании по выручке. Я сейчас объясню, почему. Первая причина – это экономическая и политическая ситуация не только в нашей стране, но и в мире. Я бы не хотел ее сейчас касаться. Как у нас говорят, если ты хочешь потерять друга, поговори с ним об Украине. Мы не будем это обсуждать. Вторая очень важная причина – это увеличение внутренней конкуренции. Как известно, кризис придумали не только у нас, он идет во всем мире. И задача производителей, осуществлять свой сбыт. Рынок западный, что в Европе, что в Америке, очень сильно перенасыщен. Если у нас рыночная экономика существует 20 лет, у них существует 200, и вы прекрасно понимаете, что девать музыкальные инструменты некуда. Соответственно, так как идут разговоры про Россию, что здесь все хорошо, они стремятся максимально увеличить свои продажи именно на территории России. Осуществить это можно только заводя дополнительного дистрибьютора. То есть, пример, неважно какой продукт, существует таргет у российского дистрибьютора $1 миллион, нужно западному поставщику продать на $2 миллиона. Что делает западный поставщик? Он дает вторую дистрибьюцию, как это часто бывает. Вы сами знаете, что на многие бренды есть 5-6 дистрибьюторов. Такое тоже есть в России. И третья очень главная причина – это экспансия западных магазинов. Ни для кого не секрет, что сейчас любой товар, абсолютно обладая кредитной карточкой, вы можете купить, например, в Германии с доставкой в Россию, и цена будет очень-очень сладкой. Зачастую эта цена ниже дилерской, по которому мы покупаем у российского дистрибьютора. И чтобы оценить масштабы этой экспансии, существуют данные Ассоциации компаний интернет-торговли. И в 2013 году они приводят данные, что было завезено физическими лицами на 3,4 миллиарда долларов. Это не только музыкальный инструмент, это косметика, запчасти, много-много всякого другого.
Довольствуюсь те же суммой, что 2-3% это как бы музыканты, из них там 20% платежеспособны. Мы получаем сумму, что порядка 70-100 миллионов долларов музыкальных инструментов сюда попало в Россию. Это достаточно большая сумма для нашего не столь большого рынка. Вот эти две главные причины, точнее три еще, экономическая и политическая, приводят к тому, что дистрибьюторы и магазины сейчас снижают розничные цены. И я отмечаю, что практически на все розничные цены за последний год упали приблизительно на 10-20%. То есть вот лично моя компания, она не начала продавать в количественном отношении меньше. Как вы видите вот из графика, мы стали приблизительно на 8,5% продавать больше товара. Но наша выручка вот в данный момент упала приблизительно на 6%. Это происходит вот за счет того, что снижается розничная цена и снижается маржа.